Что такое нежность? Я раньше ассоциировала это слово больше с физическими проявлениями. Мягкое прикосновение, обнять ласково, прижаться осторожно. Что-то про образ белого перышка по коже из рекламы мыла. Я долгое время считала себя недостаточно нежной, потому что редко проявляла подобные чувства к людям, даже к очень близким. Но со временем я поняла, что нежность намного больше, чем перышко, и что во мне ее намного больше, чем я думала. В нежности скрыто много сильных граней. Расскажу о 3 через 3 картины. Одна из самых известных картин Эдуарда Мане «Завтрак на траве». Что здесь цепляет внимание? Сюжет этой картины кажется мне очень настоящим, словно я случайно вышла на поляну, где отдыхают эти люди. При этом мое появление здесь заметила только обнаженная женщина на переднем плане. Я не чувствую в ней смущения из-за ее наготы, и сама я не смущаюсь. Мужчины на картине заняты своими разговорами, и им словно вообще нет дела ни до нее, ни до ее наготы, ни до меня. Их заботят разговоры о чем-то более важном. Рассматривая эту картину, мне хочется больше размышлять как раз о разговоре этих мужчин. Один словно пытается что-то объяснить, другой понять, а может быть оспорить. Их диалог так контрастирует расслабленному состоянию этой внимательной обнаженной женщины. Она словно улавливает все эти детали вокруг, все обстоятельства и процессы. И в этом я вижу ее нежность здесь, которая проявляется не позой, не взглядом или прикосновением, а именно вниманием к деталям. Ведь благодаря этому она присоединяется к чужому пространству, а не вторгается в него. Сила нежности во внимании к деталям, где нежность — это не конкретное действие, а особое качество присутствия. Сцена прогулки пары на картине Ренуара. Кто кого здесь принимает? Глядя на эту картину, я сначала пытаюсь для себя определить, а кто в ней для меня главный персонаж? Мужчина или женщина? И как будто первое, что может прийти — женщина. Она на переднем плане. Белый цвет словно выделяет ее еще больше в фокусе внимания. Но для меня здесь более говорящий образ мужчины. Она своим видом показывает свое кокетство, снисходительность по отношению к его жесту с протянутой рукой. Ее лицо не выражает яркой радости, а, быть может, даже и некоторое раздражение. Как если бы она не хотела идти на прогулку по таким тропам, а он повел ее там, будучи романтиком и искателем приключений. Но он принимает ее саму в ее проявлениях. Он проявляет заботу, терпение. Он не тянет ее за руку, а предлагает ей ее. Его поза выражает не напор, а готовность вести, если она согласится. В этой паре я вижу больше нежности именно в этом мужчине. И сила нежности здесь не в том, чтобы все было идеально, гармонично или как я хочу, а в том, чтобы быть рядом с другим в его проявлениях, удерживать контакт и протягивать руку. Сила нежности в принятии, где нежность не пытается переделать, а принимает таким, какой есть. Густав Климт «Поцелуй». Одна из моих любимых картин этого художника. Чего здесь больше? Доверия или напряженности? Для меня это одновременно очень красивая, интимная и нежная сцена. Причем для меня здесь нежность проявлена сразу в обоих героях. Мне кажется, что кто-то увидит напряжение в лице женщины, ведь ее губы так плотно сжаты. Но я вижу в ней страсть и желание отдаться этому мужчине. Румянец на ее лице выдает ее возбуждение, а пальцы ее кисти, которую она положила на его шею, словно впиваются в кончики друг друга, говоря об ожидании более близкого контакта.
Она в этом моменте словно повисла на нем и отпустила контроль, перестала опираться на ноги. Она доверилась ему. А он так нежно держит ее лицо и целует не в губы, а в щеку, словно слегка касаясь ее румяной кожи, продлевая негу интимного момента. Он показывает ей, что ему можно доверять, что он будет бережно с ней обращаться. Они оба здесь постепенно сближаются не телами, а чувствами, становятся открытыми в их проявлении и потому более уязвимыми. И именно в этом я вижу нежность. Сила нежности в уязвимости, где нежность основана на доверии и взаимности. Нежность — это не белое перышко из рекламы. Я нежна, когда замечаю детали, чтобы быть ближе, когда вижу разные проявления в человеке и осознанно принимаю их, чтобы оставаться включенной в отношения, когда доверяю и становлюсь уязвимой, чтобы быть увиденной и принятой. Нежность — это сила, которая не ломает, а строит мосты.